Тамерлан или Железный Тимур, как его называли современники, был великим монгольским завоевателем и легендарным полководцем Средневековья. Он захватил большие территории России, Ирана, Индии и Средней Азии, и только смерть помешала ему завоевать Китай. Его походы были отмечены жестокими убийствами, превосходящие по количеству и своей жестокости те, что совершали его предшественники, сделавшие его легендой еще при жизни. У него было 4 жены, как это разрешено исламом, но гораздо больше наложниц. Жены Тимура пользовались высоким статусом, социальной свободой и значительным политическим влиянием. Тимур всегда оставался кочевником, и его личность была наполнена странными противоречиями и легендами. Он был ответственный за убийство сотен тысяч невинных мужчин, женщин и детей, но в то же время скрупулезно уважал религиозные здания и любил богословские дебаты. Хотя Тимур принял образ особенного благочестия, он, по-видимому, в основном заботился только о хорошем мнении своих солдат, которые в свою очередь уважали его. Он проявил большое личное мужество в боях, часто разделяя опасности сражения на передовой. Тимур часто предавался массовой резне и жестоким убийствам с целью запугивания своих врагов. Потрясающе умный и предусмотрительный вождь Тимур щедро платил за точные и своевременные разведывательные данные, что серьезно помогало ему во многих походах. Широкая сеть шпионов была раскинута от Самарканда по всем его владениям, королевствам и империям, которые он намеревался завоевать. Среди его шпионов было множество бродячих монахов, дервишей и шейхов. Тамерлан родился 9 апреля 1336 году в деревне под названием Ильгар в Кеше, в семье мелкого вождя племени Барлас. Барласы были татары, тюркское племя монгольского происхождения, потомки орд Чингисхана. Ранняя жизнь Тамерлана была ничем не примечательной. В юности он научился всем навыкам традиционной тюрко-монгольской жизни, верховой езде, охоте, стрельбе и выживанию в суровом климате. И в возрасте 24 лет он стал вождем своего племени. Владения Тимура простирались от озера Балхаш до границ Ирана и Афганистана. С этих территорий он в возрасте 40 лет начал свой путь завоевателя. Тимур не мог игнорировать степи, так как вскоре с северо-запада ему угрожала опасность в лице Тохтамыша, хана Золотой Орды, которая была одной из преемниц мировой империи Чингисхана и могущественных монгольских государств. Тем временем Тимур начал воссоединять то, что было монгольской имперской территорией, с мусульманским миром, и уже в 1381 году он напал на Гиас-ад-Дина из династии Курт, чья столица находилась в Герате на территории современного Афганистана. Курты сами недавно аннексировали Нишапур, но армия Гиас-ад-Дина сдалась Тимуру почти без боя. Стойкие горцы из провинции Гур сформировали гарнизон Герата, но население настояло на том, чтобы открыть ворота, и Гиас был изгнан. Через год в Герате поднялось восстание, но оно было жестоко подавлено. Стены были разрушены, большая часть населения вырезана. Это был первый кровавый поход Тимура на Ближний Восток. Он продолжил завоевание и направился к западному Афганистану, захватил Кандагар и опустошил Мазандеран, оставив после себя новые массовые убийства. Армия Тимура находилась в состоянии мобилизации, и в 1355 году настала очередь западного Ирана, Ирака и Грузии ощутить на себя его ярость. Соперничество между Тимуром и Тохтамышем из Золотой Орды привело теперь к неизбежному столкновению. В 1387 году вспыхнули боевые действия, и ложные слухи о поражении привели к восстаниям против Тимура в различных областях. Расправившись с этими мятежниками со свойственной ему свирепостью, Тимур решил раз и навсегда сокрушить Тохтамыша. В начале 1391 года, когда степи еще были в тисках зимы, Тимур и армия численностью около 200 тысяч человек выступили из Ташкента. Так же быстро, как он продвигался на север, Тохтамыш отступал перед ним, затягивая захватчиков все глубже в степи. Это была классическая монгольская тактика, но Тохтамыш и Золотая Орда теперь столкнулась с армией, которая сама олицетворяла монгольские традиции ведения войны. Более того, это была армия под командованием величайшего полководца своего времени, которая была вооружена, снаряжена и снабжена техническими знаниями мусульманского мира.
Если бы Тохтамыш продолжил отступать, то мог бы измотать почти истощенную армию Тимура. Однако он этого не сделал, возможно по причине, что ему больше некуда было идти. Его люди сами устали отступать, а может быть он думал, что Тимур созрел для гибели. Какова бы ни была причина, Тохтамыш остановился возле Кундучи, недалеко от места впадения реки Камы в могучую Волгу. Последовавшая битва привела к полной победе Тимура, но вместо того, чтобы пытаться править Золотой Ордой напрямую, Тимур разделил этот обширный регион между различными князьями золотой семьи чингизидов. Таким образом он надеялся спровоцировать гражданскую войну и сделать так, чтобы Золотая Орда никогда больше не соперничала с его собственной силой. Но в этом он потерпел неудачу. Тохтамыш пережил битву и за короткое время восстановил свою власть до такой степени, что мог восстановить свой сюзеренитет. Тимуру приходилось отвоевывать территорию у повстанцев, восставших против его правления, как только его армия оказывалась оккупированной в другом месте. Начиная с 1392 года в течение 5 лет Тимур воевал в Иране. Первыми жертвами пятилетней войны стали жители горной провинции Мазандеран на южном побережье Каспийского моря. После захвата Астрабада армии Тимура пришлось не только прорубать себе путь через густые леса, но и сражаться в новой форме войны на море. Корабли двигались по протоке Узбой, соединявшей тогда реку Умадарья с Каспийским морем, наполнились смолой и направились к гаваням и дамбам прибрежных городов. Затем настала очередь Южного Ирана, чья правящая династия Музафаридов, которая отказалась покориться Тимуру. Правитель Шираза Шах Мансур противостоял войску Тимура, имея всего 3000 человек, 2/3 из которых бежали до начала битвы. Тем не менее, Шах Мансур вел такую стремительную атаку, что мог ранить самого Тимура в плечо, прежде чем его зарубил сын Тимура Шахрух. На этот раз завоеватель проявил еще меньше милосердия, чем обычно. Музафариды были полностью уничтожены в 1393 году. Из Южного Ирана армия Тимура, подавляемая саранче, покрывающая всю округу, грабящая и опустошающая, двинулась в Ирак. Ибн Увайс, правитель Багдада, отказался противостоять этой ужасающей толпе и бежал в Египет. Но замок Аль-Наджа, где Ибн Увайс спрятал свои сокровища и семью высоко в горах Луристана, продолжал сопротивляться. Противостояние было настолько успешным, что Тимур оставил надежду захватить крепость и вместо этого построил поблизости свой небольшой замок в качестве наблюдательного пункта. После 3 месяцев пиршества, грабежей и резни Тимур покинул Багдад в начале 1394 года и двинулся вверх по Тигру в сторону Анатолии, остановившись только для осады и разграбления возвышающейся цитадели Тикрита. Гарнизон был полностью перебит, их черепа сложены в минареты, а разрушенные стены Тикрита остались как напоминание о могуществе Тимура. После этого войско Тимура снова двинулось на север в Грузию. На этот раз Тимур решил свести последние счеты с Тохтамышем, который снова угрожал северной границе Тимура. В апреле 1395 года войска Тимура и Тохтамыша встретились у реки Терек, в стратегическом месте, где произошло сражение. Сам Тимур принимал участие до тех пор, пока все его стрелы не были израсходованы, а копье сломано, но он все еще размахивал мечом. На этот раз победа Тимура была полной и неоспоримой. Разбитые остатки армии Тохтамыша преследовали до самого Ельца, недалеко от Московского княжества. Там Тимур повернул назад, поскольку его взгляд уже был устремлен на Китай. Последующее разграбление Тимуром Астрахани на Волге нанесло смертельный удар северному степному пути. Астраханцы пытались защищаться, возводя ледяные стены, вырезанные из замерзшей Волги, но безуспешно. С 1396 по 1398 год большую часть времени Тамерлан проводил в своем любимом городе Самарканде, устраивая пиршества и возводя архитектурные памятники. Тимур собрал в Самарканде не только награбленные богатства Западной Азии, но и искусных художников, ученых, инженеров и ремесленников, стянутых со всех концов его империи. Постаревший завоеватель Тамерлан
наслаждаясь победными трофеями, планировал захватить одну из самых богатых частей мусульманского мира – Делийский султанат на севере Индии. Тимура соблазнил тот факт, что, как и многие его некогда могущественных соседей, Делийский султанат находился в упадке. Состоялся еще один крестовый поход Тимура. Первыми жертвами этого нового нападения стали территории язычников Кафиристана. Их местность была настолько обрывистой, что армии Тимура удалось переправить через горы живыми только 2 кавалерийских лошадей. Тем не менее, дикие карифы были побеждены, огромное количество убито, а форты и гарнизоны остались открытыми для пути вторжения Тимура. По дороге к Дели Тимур прошел через Пенджаб, сметая все на своем пути. Особенное внимание он уделял наказанию тех, кто осмелился восстать против его внука. Один за другим целые города и деревни пустили при одном только слухе, что приближается завоеватель, чтобы перебить всех жителей и сжечь их дотла. К декабрю Тимур был готов нанести удар. Дорога на Дели была расчищена. Воины Тимура испытали настоящий страх. Самые большие опасения у них вызывали могучие индийские боевые слоны, о которых по Самарканду ходили ужасные рассказы, и с которыми им теперь предстояло встретиться в сражении. Покрытые толстой броней, несущие на спине защитные башни с лучниками и арбалетчиками, вооруженные мечами, привязанными к бивням, к тому же мечи были отравленными, и они производили жуткое впечатление. Стрелы и сабли были бесполезны против них. Это было еще одним испытанием лидерских качеств Тимура и его тактической изобретательности. Амиров, командиров и воинов требовалось успокоить, и нужно было придумать стратегию борьбы со слонами. Тимур приказал своим воинам выкопать глубокие окопы, усиленные валами, чтобы защитить свои позиции. Затем он приказал рассыпать на пути слонов 4-рогие железные колючки. Быки были связаны за шеи и ноги и выстроены рядами перед окопами. Верблюдов нагрузили дровами и сухой травой. Лучникам приказали стрелять только по махаутам, которые управляли слонами и сидели перед башнями. После того, как были завершены приготовления, настал черед придворных астрологов. Это уже стало обычаем, когда перед началом битвы они отмечали расположение планет, благоприятствующие Тимуру. 17 декабря 1398 года армия султана Махмуда вышла из ворот Дели, чтобы дать бой врагу. В центре армии шли боевые слоны, на каждом из которых сидела группа воинов, вооруженных до зубов. Обе стороны использовали традиционный боевой порядок, который применяли мусульманские армии того времени. Правое и левое крылья, центр и авангард. Сам Тимур расположился на холме, с которого было видно поле боя. Как обычно, в последние минуты перед сражением, когда напряжение, вызванное ощущением неизбежности множества смертей, охватило обе армии, император спешился, распростерся на земле и обратился к Аллаху, призывая его благословения. Он сделал все, что мог, остальное было в руках Всевышнего. Со своей возвышенной позиции Тимур видел, что слоны вызвали замешательство среди его воинов. Он уже приготовил средства борьбы с этими экзотическими тварями, и сейчас наступило время пустить его в ход. Амиры приказали вывести вперед верблюдов, нагруженных корзинами сухой травы и вязанками дров. Когда слоны приблизились, этот груз подожгли, и верблюды в панике бросились вперед. Совершенно неожиданно перед слонами выросли ревущие верблюды, охваченные пламенем. Слоны отреагировали инстинктивно. Они повернулись кругом и бросились на свою собственную армию, втапливая людей в землю, разбрасывая их в стороны, и таким образом внесли замешательство в ряды индийской армии. Индийские солдаты справа и слева падали на землю, словно тени. Головы индийцев разлетались на атомы, они были подобны орехам, сыплющимся с пальм. Вскоре индийцы бросились на утек, татары их беспощадно рубили, преследуя до самых стен Дели. Битва закончилась. Солнце победы и триумфа осветило с востока знамена Его Величества, и вихрь счастья запорошил глаза врага пылью неудачи. Так велики были груды тел, что поле битвы напоминало мрачные горы, и реки крови неслись по нему могучими волнами.
Татары Тимура одержали одну из своих величайших побед, превзойдя и Чингисхана, и Александра Македонского. Они пересекли самые неприступные горы планеты, пересекли реки и пустыни и поставили на колени один из богатейших городов мира. Перед ними лежали неслыханные сокровища. Хотя поле боя еще дымилось вокруг Тимура, он совершенно спокойно переключился с горячки боя на удовольствие мирной жизни. Через день после битвы он триумфально вошел в Дели. Знамя Тимура было поднято на стенах города и пышно украшенным императорским шатром. Тимур не пытался управлять завоеванными территориями. Вместо этого он и его армия отправилась домой, нагруженные добычей, оставил Северную Индию, раздираемой гражданской войной между союзником Тимура и предыдущим султаном Дели. Воинственная энергетика Тимура поражала даже его современников, ведь едва он вернулся из Индии, как уже готовился к войне против своих западных врагов. Правитель джаларидов Ахмад ибн Увайс отвоевал Багдад, но из западных врагов Тимура Османы и мамлюки были более могущественными. Понимание Тимуром стратегии было таким, что у него был коварный план широкомасштабного завоевания. Тимур сначала вторгся в Восточную Анатолию, чтобы напугать османского султана Баязида, а затем быстро повернул на юг, чтобы разобраться с джаларидами и мамлюками, прежде чем они могли угрожать его тылу и флангу. После этого Тимур вернулся, чтобы рассчитаться с османами. По любым меркам это был удивительный поход, который провел армию Тимура вперед через половину Ближнего Востока, одерживая победы на каждом шагу. Зимой в 1400 году Тимур вновь нанес удар по Грузии, опустошив большую часть страны и оставил гарнизон в столице Тбилиси. В конце того же года армия Тамерлана достигла большого города Алеппо. Гарнизоны мамлюков выступили, чтобы дать бой, но борьба была короткой и односторонней. Тимур использовал боевых слонов, захваченных в Индии. В сражении главной силой Тимура были конные лучники, а основным тактическим приемом окружение противника. Здесь он применил хитрость в виде ложного отступления, которая принесла ему потрясающий успех. В Алеппо его люди намеренно отошли, выманив сирийцев следом за собой. Потом противник был атакован превосходящими силами и разгромлен. Среди побежденных мамлюков был молодой сириец, который продолжал сражаться, несмотря на полученные более 30 ударов саблей и многочисленные раны на теле. Найденный позже, он был доставлен к Тимуру, и, по словам мамлюкского историка, чрезвычайно удивился его храбрости и выносливости и приказал оказать ему медицинскую помощь. Город Алеппо был взят штурмом, после чего последовала обычная резня и складывание отрубленных голов, в то время как Тимур участвовал в богословских дебатах с некоторыми религиозными лидерами города. Дальше Тимур двинулся на Дамаск. После отступления мамлюков этот город остался практически беззащитным, и его гарнизон был уничтожен. Город сдался, но правитель решил оказать сопротивление в цитадели. Когда после ожесточенной месячной осады цитадель наконец была захвачена, оказалось, что ее защищали немногим более 40 мамлюкских воинов. Оставшиеся в живых были порабощены. Сам Дамаск уже был разграблен, а его жители подверглись одним из самых жестоких пыток, которые когда-либо были известны в истории завоеваний Тимура. Мамлюкский султан предложил дань в надежде заставить Тимура уйти, и снова завоеватель не предпринял никаких реальных усилий, чтобы сохранить захваченную им землю, а вместо этого повел свою армию в Ирак, в то время как Сирия погрузилась в хаос. Последние месяцы похода, когда его армии предавали огню и мечу Алеппо, Дамаск, Багдад, Тимур отнюдь не пренебрегал и дипломатическими маневрами. Послы и гонцы сновали взад и вперед по дорогам Азии, стараясь защитить интересы завоевателя и подорвать позиции атаманского султана Баязида I, который также был весьма опытен в искусстве войны и также был совершенно уверен в победе. Оба мужчины были успешными завоевателями. Баязид разгромил европейский крестовый поход в Никополе в 1396 году, и его армия добилась такого же успеха, как и армия Тимура. Неудивительно, что два воина настороженно относились друг к другу. Они были соперниками в Центральной Анатолии и на протяжении многих лет обменивались только угрозами.
Обе стороны готовились к войне. Первым действием Тимура был захват Эрзинджана. Оттуда его армия двинулась в Сивас, где провела полномасштабные военные сборы. Такие сборы не только проверяли оснащение и готовность армии, но и поднимали боевой дух перед предстоящим важным сражением. Теперь Тимур полностью перехитрил Баязида, несмотря на его грозную военную репутацию. В то время как армия Тимура все еще была высокомобильной тюрко-монгольской силой, состоящей в основном из кавалерии, османская армия уже включала большое количество пехоты. Они больше не служили просто осадными войсками или стрелками, а играли центральную военную роль. Тем не менее, именно люди Баязида были вынуждены совершить большую часть маршала, пока Тимур осаждал Анкару. В июле 1002 года, уставшие и измученные жаждой, османы были брошены в битву. Сражение было тяжелым и долгим, но к концу дня Тимур победил, и Баязид оказался в его плену. Поражение и последующая смерть султана Баязида подвергли османов в смятение. После битвы при Анкаре Тимур направил свои войска на побережье города Измир. Гавань Измира была частично заблокирована дамбами, проложенными в море, и инженеры Тимура также построили огромные мобильные деревянные башни, на которых находилось до 200 солдат. Их катили к стенам, которые тем не менее подрывали саперы Тимура. Менее чем через 15 дней город был захвачен, население было уничтожено, а уцелевшие защитники бежали на соседний остров Хиос. На своем долгом обратном пути на восток Тимур снова разорил Грузию и следующей весной повел свою армию домой в Самарканд, чтобы там планировать вторжение в Китай. К тому времени ему было уже 68 лет. В 1395 году в Самарканд прибыло посольство китайского императора династии Мин с посланием, в котором Тимур назывался вассалом. Глубоко оскорбленный, Тимур решился на войну. Теперь, когда все остальные его соседи были побеждены, Тимур почувствовал, что пришло время возродить монгольское господство в Китае и нести знамя ислама в эту самую густонаселенную часть Азии. Китай представлял собой заманчивую цель для человека, который еще ни разу не был побежден в бою. Прекрасно зная о приближающейся смерти, сутулый, полуслепой император желал достойного окончания своей военной биографии. Поход в Китай был оправдан и соображениями религии, денежными мотивами, вопросами чести и монгольскими традициями. Неслыханные богатства ожидали того полководства, которое захватит Пекин. Столицу государства, в котором в последние годы мусульман казнили десятками тысяч и жестоко подавляли все попытки распространить ислам. Завоевание Китая означало бы, что Тимур выполнил свое жизненное предназначение и объединил под своей рукой все 4 монгольских королевства, которые правили сыновья Чингисхана. Тимур тщательно готовился к войне с самым грозным противником. Как обычно, его разведка добыла массу ценных сведений. Люди, которые водили караваны по всей Азии, регулярно доставляли ему сообщения об ухудшении политического положения Поднебесной империи. Известия о том, что мусульманских торговцев изгоняют из Китая, стали нестерпным оскорблением для Тимура. Он чувствовал себя просто обязанным отомстить. Все было готово. Император произнес свою речь на Великом военном совете. Его сыновья и внуки, амиры, выслушали и одобрили его план наступления на Китай. Они знали, что этот поход является вершиной желаний Тимура. Смерть уже ждала его, и, вероятно, Тимур твердо верил, что поход против неверных в Китае полностью искупит всю пролитую им мусульманскую кровь. Подготовка полей на предполагаемом маршруте похода и строительство укрепления началось намного раньше. Сам император, который сейчас был уже слишком стар, чтобы долгие часы проводить в седле, должен был проделать путь на паланкине, сопровождаемый поистине императорским обозом из 5 сотен повозок. Через астрологов, проконсультировавшихся с небесами, было определено наиболее благоприятное время для начала похода. Воины приготовились к самому долгому, самому холодному и опасному переходу в своей жизни. Многие гадали, что астрологи допустили смертельную ошибку, но Тимура не могли удержать подобные соображения. Укрывшись внутри паланкина и закутавшись в шерстяные одеяла, Тимур отдал приказ. Армия выступает в поход против Китая.
Грозная армия, выступившего в декабре 1404 году, была очень смешанной. В нее входили монголы, турки из Северной Азии и Анатолии, иранцы и афганцы. Впереди было 5500 километров степей по дороге в Пекин. Между тем зима была очень холодной и обрушила на них всю свою ярость. Воины прятали лица от ударов ветра. Лошади были покрыты толстым слоем снега, но армия Тимура продолжала ползти вперед. Чтобы защитить своих людей от стихии, Тимур обеспечил их толстыми халатами и теплыми шатрами, но все равно холод мучил их непрерывно. День за днем они проводили в седлах, стараясь сохранить тепло, обнимая своих лошадей, точно любимых, хотя на самом деле пытались забрать хоть каплю тепла у лошадиного тела. К ночи, когда температура понижалась еще больше и звезды начинали сверкать как колючие иголки, воины заматывались в шерстяные одеяла, собирались вокруг маленьких костров, которые быстро пожирали скудные запасы топлива. Армия упорно двигалась вперед сквозь метели. Переправившись через замерзшую реку Сырдарья, войско оказалось заблокированным снегом на 2 копья в глубину за Атраром. Старый император совершенно неожиданно простудился. Хотя внутри своего паланкина он был относительно неплохо защищен от ужасов зимы. Все-таки он был уже слишком стар. Усилия врачей не дали желаемого эффекта. Озноб перешел в лихорадку. Тимур то дрожал от холода, то обливался потом от жара. Он знал, что конец близок. Здесь, в 300 километрах к северу от Самарканда, силы Тимура окончательно иссякли. Он умер 18 февраля 1405 году. Вторжение в Китай было отменено, а тело старого завоевателя было доставлено обратно в Самарканд, где через 4 дня оно было погребено в 8-угольном мавзолее. После смерти Тимура сразу вспыхнула жестокая междоусобная борьба за власть, об опасности которой он предупреждал на смертном ложе. Но редко судьба империи была так тесно связана с судьбой одного человека, который оказался в ненужное время, в ненужном месте. Уже через 100 лет после смерти императора все великолепие обширной империи Тимура было растеряно в ходе постоянных мятежей, раздоров и разногласий между его союзниками. Красивый мавзолей Гур-Эмир до сих пор стоит в городе Самарканд. Самый восхитительный образец архитектуры эпохи Тамерлана. Его могила оказалась простой каменной плитой, украшенной изречениями из Святого Корана. Над дверью можно увидеть короткую надпись. Это место упокоения великолепного и благородного монарха, самого великого султана, самого могучего воина, владыки Тимура, завоевателя мира.